Привет, друзья! Меня зовут Сергей, вы на канале Мой Флакон, где мы обозреваем новинки парфюмерии, различную нишу, также люкс. И делимся нашим мнением, делимся тем, что находится в нашем парфюмерном шкафу. И сегодня у нас будет с вами на обзоре бренд Le Labo. У меня есть такой набор их самых топовых ароматов. Здесь их всего 3 штуки. Здесь 5 мл, 3 флакончика. Конечно же, Santal 33, Anasa 13 и The Noir 29. Помимо этого у меня есть еще 2 от Levanta других ароматов, которых я приобрел еще раньше. Это Gvayak 10 и Baie 19. К слову, что означают вот эти цифры? Это изначально количество компонентов, якобы, которые они заложили в этот тот или иной парфюм. Вот. В целом Le Labo марку не так-то легко найти в наших краях, только в каких-то парфбарах, либо от Levanta, либо с рук что-то искать. В Европе, конечно же, легче. Вот, конкретно эти от Левантики я покупал в Питере в парфбаре. Вот, а вот этот набор из Литвы. Вот, что ж, давайте начнем, наверное, с Gvayak 19 и потом подойдем к их самым топовым ароматам. Для меня вообще бренд Le Labo, он не то чтобы супер какой-то знаковый, какой-то он весьма индустриальный, у них такие городские ароматы, как мне кажется, и они не очень понятные, что ли. Вот. Gvayak 10, соответственно, ожидаем древесные ноты. Вначале расскажу то, что я чувствую, потом мы посмотрим на фрагрантике, что там заявлено из нот. Вот, это такая какая-то древесная, еще и мыльная история к тому же. Немножко есть копчености, то есть Gvayak такое дерево, которое дает копченым сыром, копченой колбасой кому-то, вот как мне иногда на моей коже, он прям может раскрыться какой-то копченой скумбрией. Я не очень люблю носить такие профили, но это интересно. Здесь есть еще немножко какой-то смоленистый такой оттенок, вроде как ладанный, что-то вот в эту сторону. Так понимаю, здесь еще и мускусная подложка довольно большая. Вот, в целом не совсем понятный аромат. Кстати, он еще посвящен городу Токио. У них есть, так понимаю, бутиковые какие-то линейки. В разных городах есть их лаборатории открытые. Лаборатория, точки продаж. Кстати, почему я сказал лаборатории? Потому что у них в их точках официальных продаж можно, чтобы при вас сделали вам парфюм и залили его в баночку. Понятно, по их формулам, но он будет как бы свежий, и вот все вот это там так закрывает это все при вас. Вот такой вот у них концепт. И, к слову, смотрите, у них вот эти все коробки, у них вот и оригинальные коробки будут все вот картонные, как по мне, максимально дешевые, а бренд это не дешевый, и, не знаю, мне немножечко не сходится этот концепт. К тому же у них флаконы, как медицинские ампулы с крышкой, все весьма просто, рецепт такой написан прям, да, на этикетке, что там внутри. Вот, Gvayak 10 это не громкий парфюм, он довольно плоский, нету там много граней у него. Посмотрим, что заявлено по нотам. Древесный, мускусный, пудровый, амбровый. И, собственно, 4 ноты: мускус, Gvayak, кедр и алибанум. Вот, видимо, алибанум это то, что дает мне какой-то смоленистый оттенок. Кстати, не сладкий, а вот просто как воск, что ли, немножко. Gvayak больше всего кедр, древесная база. Мускус, чтобы поднять вот эту тяжелую древесную смоленистую базу. Вот, такой вот Токио они посвятили аромат. Наверное, потому что может там какая-нибудь
религия, да, то есть вот это вот смоленистые деревянные храмы там у них есть. Следующий аромат, который я наношу, это Бае 19. Здесь уже вроде как не посвящено никакому городу. Сразу я вот вобью, чтобы на фрагрантике меня посветило. Есть ли там какой-то город? Нет, не заявлен город в названии. Вот. Тоже древесный аромат, но добавляются ноты зеленые и ноты землистые, такие пачульные. Вот этот аромат мне нравится уже больше. Он такой более освежающий, свежий, как ни странно, да. Какие-то такие пачульки здесь очень... С одной стороны, они землистые, древесные и немножко мокрого пола, да, есть. Но вот этот вот мокрый пол, он как-то делает воздушным аромат, он больше его поднимает. Возможно, какая-то есть морская тема здесь также. Вижу из нот что-то озоновое там заявлено, опять же, какие-то мускусы. Ну, вот такой аромат. Мне тоже чувствуются какие-то смолы, какие-то смоленистые. Очень есть несколько схожих нот с предыдущим ароматом. Вот, но этот поинтереснее. Он уже играет гранями. Помимо древесных есть пачульная составляющая, какая-то воздушная озоновая составляющая. Ну, поинтереснее. Конечно же, это не хиты. К хитам мы сейчас перейдем. И что у них заявлено здесь? Пачули, озон, ягоды можжевельника, зеленые листья, мускус и амброксан. Угу. Ну вот понятно, это пачульная, древесная, как, кстати, не очень-то здесь и заявлено, кроме ягод можжевельника. Они должны давать какую-то свежесть как раз-таки, да, какую-то шишечную такую смоленистую штуку. Но здесь не очень много. Вот озон, да, как они этого добились, не совсем понятно. Наверное, вот это аброксан, зеленые аккорды, все это поднимает вместе с мускусами этот аромат. Хороший. Я думаю, это в первую очередь все-таки пачульный аромат. Если вам нравятся пачули, здесь есть на что посмотреть. Пачули подняты такие, не земельные. Хотя здесь земельная и составляющая мокрых полов тоже такая есть. Вот, ну что ж, перейдем к этому наборчику наконец-то. Сантал 33 на 13 составлю напоследок. А сейчас поговорим про The Noir 29. На моей памяти это цветочный аромат. Вот так вот выглядят их оригинальные, как это назвать, нет леванты, а мини-флаконы, да, Travel или что-то такое. Наверное, это Discovery Set называется. Ну, кстати, довольно добротно. Естественно, стеклянный, какие-то наклейки здесь есть. Не знаю, видно, не видно. Давайте нанесем, посмотрим. Опять же, как сказал, на моей памяти это белоцветочный, скорее всего, аромат. Я давненько уже не разнашивал. Сейчас глянем. The Noir 29. Классный, классный. Да, здесь, мне кажется, здесь есть цитрусовый старт. И здесь различные цветы. Но не только белоцветочный он, а что-то я здесь чувствую еще. Наверное, чувствую еще даже розу. Возможно, жасмин. И тоже чувствую какую-то древесную базу. И есть немножко металлических оттенков. Возможно, опять же, что-то амбровое, либо пихтовое, либо можжевеловое. Ну, интересно. Скорее всего, тоже будут это все приподнято какими-нибудь мускусами. Вот, хороший цветочный аромат. Он довольно свежий. Но не только цветочный, он намного сложнее. Давайте посмотрим, что там по нотам. The Noir 29. Да, вот он мне выскакивает сразу. Кстати, друзья, расскажите, пожалуйста, любите ли вы ароматы от Лилабо? Может, во что-то есть? Наверняка кто-то пользовался Сантал 33. Это их самый топчик-притопчик. Что ж, The Noir 29, Лилабо. А это заявлено как древесный, свежий, пряный, сладкий. Ну, немножко, да, сладковатость какая-то есть.
Верхние ноты. Лавр, бергамот, инжир. Ну, если лавр сравнивать с лавр, который мы в суп добавляем, то, наверное, нет. Скорее всего, это зеленые какие-то листья лавра. Инжира как такового я здесь не очень чувствую. Возможно, дает небольшую сладость. Ну и плюс зеленая составляющая инжира. Мы знаем, что плоды инжира пахнут довольно зелено. Дальше, как ни странно, цветов никаких не заявлено. Я на самом деле очень удивлен, потому что мне пахнет цветочно по каким-то причинам. Здесь есть кедр, ветивер, мускус. И база сложная, база тяжелая, табак и сено. Ну, видите, как интересно, да? То есть на мой нос здесь цветочные аккорды, я и розу здесь улавливаю, и что-то белое цветочное. А это на самом деле лавр, инжир, бергамот. Вот эти вот фруктовые, немножко зеленые ноты меня сместили в какую-то эту сторону. Ну и мускусы, конечно же, они много могут менять. Мускусы очень разные бывают. В цветочную сторону в том числе. Кедр, да. Сено, табак я не ощущаю. Возможно, это будет дальше в базе. Ветивера как такового не ощущаю. Ни кислинки, ни какой-то составляющей, которая, знаете, кремовая, что ли, такая есть составляющая, когда ветивер такой, он более мягкий. Нет, не знаю. Очень-очень интересный аромат. Наверное, он будет раскрываться на каждом по-разному. Нужно пробовать. И я отчетливо здесь слышу металлическую ноту. Обычно такая нота есть у розы, красной розы. Но здесь не заявлено. Ну, интересно. Давайте-ка глянем, на что похож этот аромат, на что, как голосуют пользователи фрагрантики. На Santal 30... Нет. Ну, какие-то очень непопулярные ароматы. Ну, сложно. То есть... Да, какой-то весьма уникальный аромат за номер 29. Стоит, думаю, присмотреться любителям цветочных, но не цветочных. Что ж, осталось два аромата: Another Satin and Santal 33. И, так понимаю, в начале был Santal 33, ну, либо просто он стал более популярным. И Another 13 очень похожа на Santal 33, но... Лично мне он нравится больше. Ну и давайте Santal 33. Конечно же, это история про маринованный сантал, который пахнет огурцами, который пахнет какими-то соленьями, вот этой вот закаткой. Вот, уже пошло оно, да. Но, ребята, здесь только старт такой, да. Сантал такой маринадный старт. Он классный, конечно, но в первую очередь это древесный аромат. То есть этот маринадный старт, он будет слетать, будет оставаться классная, сливочная, кремовая, древесная, приятная база от Сантала. Крутой аромат, потому что это та мягкая древесина, которую не часто встретишь. Очень часто в ароматах древесина становится такой грубой, шершавой, пахнет опилками, чем-то таким. В Сантале 33 она более какая-то плавная, и даже я чувствую какую-то пудровость здесь, приглушенность такую. Ну, интересно. Кстати, маринадность уже подушла. Вот эти маринованные огурцы с тмином. Так, что же заявлено по нотам? Сейчас глянем. Santal 33. Так, это в первую очередь древесный, пудровый, кожаный, пряный и немножко фиалковый. Заявленный Santal, кожа, папирус, вирджинский кедр, кардамон, фиалка, ирис и амбра. Ну вот, хороший, классный Santal.
с добавлением ириса фиалки, который дает пудровость, еще более сглаживает эту древесную базу. Он очень-очень хорош. Но, честно, это не мой любимчик у них. И, наверное, больше всего мне нравится Another 13. Ну и давайте на него посмотрим. Сразу я тоже забью посмотреть направление примерное. На самом деле я не очень ношу этот бренд. Купил себе для коллекции, потому что очень интересно, почему Santal 33 такой популярный, почему его носят. И, ну, это понятно, потому что он такой очень мягкий, пудровый, древесный, но смягченный. То есть не совсем не люксовый профиль, но и из ниши он очень понятный, очень носибельный. И вот это вот плюс маринадность дают такую вот какую-то изящность ему, что ли, какую-то изюминку, да? Ну, маринадность опять же слетает. Another 13, это тоже есть древесная составляющая, но он более какой-то, на мой нос, более специевый и более, не знаю, в какую-то такую сторону более мягкую. Он еще более мягкий, чем Santal 33. На коже он у меня в итоге ложится примерно похоже, как Santal 33, но более мягкий, более интересный, более многогранный. Здесь заявлены следующие ноты: груша, яблоко и цитрусы. То есть как бы здесь старт должен быть более фруктовым, цитрусовым. Но на самом деле я это не особенно улавливаю. Ни цитрусов, ни яблока, ни груши. Есть какой-то аккорд немножко как специевый. Ну и этого нету ни в груше, ни в яблоке, ни в цитрусах. И немножко я не понимаю, какие за это отвечают ноты здесь. Дальше амбретта и какая-то ужасная штука под названием амилсалицилат, наверное, какая-то зелень, мох жасмин, исаи супер и куча каких-то ужасных названий, все на английском, посмотрите. Но по сути это какие-то искусственные ароматы, которые поднимают, делают воздушным парфюмерию, воздушные духи. То есть тот же исаи супер, амброксан, там что-то еще. Все эти амбродеревяшки, это все искусственные молекулы, которые дают воздушность ароматам, шлейфовость и тому подобное. Вот этого здесь очень много заявлено. Ну, очень-очень интересный аромат. На мой нос тоже есть немножко такая маринадность, но уменьшенная, нежели чем в Santal 33. И мне кажется, он больше, может быть, понравится еще большему количеству людей. Насколько я понимаю, это их второй топчик после Santal 33. То есть тем, кому надоел Santal 33, Another 13 предпочитаю тоже взять. Вот, и да, давайте посмотрим, какая там у них популярность на фрагрантике. Так, ну да, Santal 33, потом Another 13, а потом Noir 29. Топчики у них действительно классные. На мой нос лучше всего, интереснее всего это Another 13. Не совсем легко его разобрать. Он и древесный, он и мускусный, он и немножко сантали для меня, опять же. Заявлены фрукты, которых я здесь не чувствую, есть мох, есть куча нот, поднимающих аромат, как исаи супер. Они имеют и древесные аккорды, еще какие-то аккорды амбровые, наверное. Вот, Santal 33 топчик. Понятно, древесная база, маринадность. Noir 29 порекомендовал бы посмотреть как какой-то не цветочный, но цветочный аромат. Наверное, это все делают эти мускусы. Ну и дальше уже не самые топчики, конечно. Это Гвояк 10. Это уже копченая древесинка у них.
но тоже хорошая, со смолами. Ну и Бае 19, пачульный аромат. Вот такие 5 ароматов у меня есть, я их не часто ношу. Расскажите, часто ли вы носите Лилабо? Сантал 33, я знаю, у многих есть либо от Левантики, либо, может быть, у вас есть аромат. Спасибо большое за просмотр, отличного вам дня, всем пока!